Уоллес Брайтон рыскал по интернету в поисках унизительных видеороликов, чтобы показать их своему другу Тедди в их популярном подкасте «Вечеринка невидимок». Однажды фанат прислал ему видео, на котором ребенок случайно отрубил себе ногу катаной. Видео с тех пор стало вирусным, и мальчика окрестили «Убить Билла Кида». Когда они смотрят видео во время выступления, Тедди говорит, что ему становится жаль мальчика. Уоллес, однако, не испытывает никакой симпатии, отмечая, что он прославился в интернете. Позже они объявляют, что Уоллес поедет в Манитобу, Канада, чтобы взять интервью «Убейте Билла Кида» для их следующего эпизода. Придя в дом парня, он озадачивается, увидев на пороге похоронный цветок. Затем он слышит, как кто-то плачет, поэтому идет во двор и обнаруживает, что парень умер. Выпивая в баре, Уоллес звонит Тедди и выражает свое разочарование по поводу этого. Уоллес говорит Тедди, что не может вернуться домой без материала для их шоу, поэтому он решает найти кого-нибудь еще для интервью. В ванной он находит рекламную листовку от мужчины, предлагающего бесплатное жилье в его лесу для всех, кто заинтересован выполнять за него работу по дому. Мужчина, Говард, говорит, что он больше не может выполнять простые задачи, потому что в инвалидной коляске. Интерес Уоллеса подогревается обещанием Говарда поделиться историями о своих приключениях в океане, когда он был моложе, поэтому он принимает приглашение. Во время остановки в магазине Уоллес звонит Говарду, пытаясь узнать его адрес. Говард говорит ему отправиться в Бифрост, поэтому Уоллес спрашивает, как далеко это от магазина. Две девушки говорят ему, что он довольно далеко, отмечая, что до него около 2 часов. По его приезду Уоллес и Говард сразу же знакомятся. Предложив Уоллесу чаю, Говард спрашивает Уоллеса о его цели. Уоллес объясняет, что он пришел услышать о приключениях, чтобы поговорить о них в его подкасте. Они начинают пить, и Говард начинает рассказывать о своих незабываемых приключениях, начиная со встречи с Эрнестом Хемингуэем в Нормандии в день Д. Хемингуэю запретили участвовать в атаке, поэтому он остался на лодке. Хемингуэй был разочарован тем, что ему не удалось вступить в бой, поэтому он отправили внутрь для поиска алкоголя. Ховард, который в то время чистил картошку, предложил ему бутылку Вайзера. Услышав о потерях в битве, Хемингуэй произносит свою знаменитую цитату: «Делай трезвым только то, что делаешь пьяным. Оно научит тебя держать рот на замке». Говард показывает ему бутылку, которую он предложил Хемингуэю, и говорит, что это всего лишь старая бутылка. Но в сочетании с историей это становится мощным талисманом. Вскоре взгляд Уоллеса привлекает артефакт на стене. Говард говорит, что это бакулюм моржа. Говард утверждает, что это один из самых благородных видов животных. Когда Уоллес спрашивает, как Говард встретил моржа, когда он потерялся в море, он рассказывает Уоллесу, что кораблекрушение произошло на южном берегу Сибири, когда они искали большую белую акулу. Они так и не нашли акулу, потому что их корабль столкнулся с айсбергом. После того, как лодка затонула, Говард в ужасе плыл один в темноте. Вскоре он просыпается на небольшом острове и узнает, что его спас морж. Ховард говорит, что назвал его «Мистер Туск» в честь единственного авторитетного человека, которому он доверял, уборщика по имени мистер Таскиги. Пока Говард продолжает описывать свой опыт общения с моржами, Уоллес начинает чувствовать сонливость и падает на пол. Ховард говорит Уоллесу, что с ним все будет в порядке, и называет его мистером Туском. Прежде чем Уоллес уехал в Канаду, его девушка Элли пыталась остановить его. Он утверждает, что не намерен издеваться над мальчиком, а делает это только для шоу. Элли отмечает, что Уоллес, в которого она влюбилась, никогда не сделал такое. Уоллес, однако, подчеркивает, что его прежнее «я» не мог оплатить свои счета, потому что ему не удалось добиться успеха. Как комик, он говорит, что предпочитает свой новый образ, потому что может заработать много денег на рекламе. Вернувшись в дом Говарда, Уоллес просыпается в инвалидной коляске. Говард, полирующий бивень в комнате, говорит, что испугался, когда увидел, как Уоллес упал накануне вечером. Он говорит Уоллесу, что потерял сознание, потому что его укусил паук по имени Коричневый Отшельник. Все еще в шоке, Уоллес просит у него телефон, но Говард говорит ему, что некий доктор Мазье сломал его лечо Уоллеса. Когда Уоллес замечает, что не чувствует ног, Говард сообщает ему, что из-за яда. Затем Ховард упоминает, что доктору Мазье пришлось ампутировать ногу, чтобы предотвратить попадание яда. Когда он снимает одеяло с бедра, он потрясен, увидев, что его ноги отрезаны у колена. Уоллес требует знать, почему его не доставили в больницу, поэтому Ховард рассказывает, что лучше всего восстанавливаться дома, потому что в больницах полно болезней. Уоллес не может разобраться в ситуации,
поэтому просит поговорить с врачом. Ховард, однако, утверждает, что доктор ходит по дому. Ховард снова начинает рассказывать о своих переживаниях, но Уоллес расстраивается и рассказывает ему, что его больше не интересуют его истории. Уоллес пытается встать, но видит, что его связали. Ховард смеется над ним, объясняя, что привязал ремень, чтобы тот не упал со стула. Когда Уоллес просит одолжить телефон, Говард говорит, что доктор забрал устройство из дома, чтобы Уоллеса не беспокоили. Прежде чем выйти из комнаты, Говард сдерживает смех. В тот вечер Ховард подает ужин, но Уоллес не может есть, потому что не может пошевелить руками. Ховард сообщает ему, что он недееспособен, потому что ему ввели морфин. Когда Уоллес начинает подозревать, что паука не было, Говард издевается над ним. Уоллес кричит на него, прося выпустить его, но Ховард встает из своей инвалидной коляски. Когда Ховард возвращается в свое кресло, он показывает, что создал костюм Моржа. Говард говорит, что когда Уоллес наденет костюм, он должен вести себя как Морж и перестать использовать свой голос. Уоллес начинает умолять Говарда отпустить его. Говард говорит ему, что намерен выяснить, правда ли человек Морж внутри. Тем временем Элли изливает свое сердце другому мужчине, потому что она начала обижаться на Уоллеса. Уоллеса иногда раздражает Элли, потому что она постоянно ругает его за подлые поступки. Затем Уоллес признается, что хочет быть с другими женщинами, даже несмотря на то, что находит Элли горячей. Вернувшись в дом Говарда, Уоллес слышит звонок его телефона. Когда он подходит к телефону, звонок прекращается. Он видит, что это пропущенный звонок от Элли. Уоллес перезванивает ей, но она не отвечает, поэтому он оставляет сообщение. Он шепчет в трубку, прося Элли о помощи, говоря, что его похитил мужчина и хочет превратить его в животное. Уоллес говорит ей, что он очень боится, что никогда больше ее не увидит, и извиняется за то, как он относился к ней. Тем временем Тедди чистит зубы и готовится провести ночь с Элли. Уоллес оставляет Тедди голосовое сообщение, чтобы попросить его о помощи. Когда Уоллес подробно рассказывает Тедди о своей ситуации, Ховард подходит к нему сзади и наносит удар. Ховард говорит Уоллесу, что его человеческая жизнь окончена, и ему придется стать Моржом, если он хочет выжить. Утром Элли слышит голосовое сообщение на своем телефоне, пока чистит зубы. Узнав, что Уоллес в беде, она будет Теда. Она перезванивает Уоллесу, но он не может ответить, потому что Говард делает операцию. Ховард говорит ему, что приятно знать, что о нем кто-то заботится, напоминая, что единственным, кто когда-либо проявлял к нему какую-либо привязанность, был мистер Туск. Он рассказывает, что его поместили в приют после того, как его мать и отец были убиты грабителями в Монреале. В течение 5 лет пребывания в приюте его избивали и пытали. Когда ему было 15, ему удалось сбежать из Канады и добраться до США. Когда Говард заканчивает операцию на Уоллесе, его руки уже пришиты к туловищу, и его другая нога также была отрезана. Тем временем Элли и Тедди предупреждают власти о похищении Уоллеса, когда едут в Манитоба. В подземной комнате Ховард заканчивает примерку костюма Моржа на тело Уоллеса. Говард, разговаривая с Уоллесом так, как будто он мистер Туск, говорит, что скучает по времени, которое они провели вместе, когда он потерпел кораблекрушение у Понде-Рока. Ховард читает еще одно стихотворение, в котором выражает сожаление по поводу того, что оставил Туска. Элли и Тедди выслеживают Уоллеса, показывая его фотографию в компаниях по прокату автомобилей. Добравшись до полицейского участка, они позволяют детективу услышать последнее сообщение Уоллеса. Тедди уверяет полицейского, что Уоллес не зайдет слишком далеко со своими шутками. Детектив озадачен той частью сообщения Уоллеса, где он говорит, что Говард отрезал ему ногу. Затем он вспоминает, что бывший детектив из Квебека недавно спросил его, находили ли они безногие тела. Детектив дает им номер бывшего полицейского Гая Лапуанта, который охотился на серийного убийцу в Канаде. Вернувшись в дом, Ховард заставляет Уоллеса научиться плавать как Морж, насильно тянув его за собой в воду с помощью цепи. Уоллесу удается удержаться в воде, но он не смог долго продержаться на плаву. На дне бассейна Уоллеса охватывает ужас, когда он обнаруживает человеческий труп в костюме Моржа. В Манитобе Элли и Тедди встречаются с Гаем, который охотится за Говардом Хау. Он плохо спал из-за своей одержимости, но когда Элли и Тедди связались с ним, он наконец заснул, потому что теперь знает, что близок к поимке Ховарда. Гай сообщает, что Говард уже убил 23 человека, и это число может увеличиться до 24, если они не найдут Уоллеса в ближайшее время.
Власти обычно находят части ободранного тела через месяц после убийства жертвы. Гай объясняет, что он твердо уверен, что встретил Говарда несколько лет назад, когда искал пропавшего хоккеиста в Квебеке. Во время обыска он наткнулся на уединенную хижину. Когда Гай подошел к дому, человек по имени Бартоломью Мазье просил убить паука в его ванной. Бартоломью говорит Гаю, что он вызвал полицию, чтобы разобраться с пауком. Парень правда говорит, что полиция его не отправляла, а он ищет хоккеиста по имени Грегори Гамтри. Гай спрашивает, видел ли он что-нибудь подозрительное в понедельник вечером, но тот отвечает, что был на катке по поручению хоккейной команды. Мужчина рассказывает Гаю, что они обычно ходят в ресторан по понедельникам. Прежде чем Гай уходит, его снова спрашивают, уверен ли он, что его здесь не для того, чтобы убить паука. Гай говорит, что ему недостаточно платят за то, чтобы он имел дело с дикими животными. Гай говорит им, что с тех пор он обнаружил, что не существует никаких записей о человеке по имени Бартоломео Мазье, нет никакой команды. Он предполагает, что Грегори, вероятно, был в доме, когда он навещал его. Месяц спустя власти обнаруживают, что тело Грегори засорило канализационную трубу возле Гатино. К тому времени Бартоломео уже исчез. Гая уволили из полиции. Он отмечает, что у Гамтри также были дырки в небе, и внутри одного отверстия нашли крошечный кусочек большеберцовой кости. Когда Гай спросил мать Гамтри, что по ее мнению случилось с ее сыном, мать ответила, что убийца создает монстра. Вернувшись в дом, Говард спрашивает Уоллеса, почему он оплакивает потерю своей человечности. Он объясняет, что во время своих путешествий он обнаружил, что люди жестоки. Он говорит Уоллесу, что уже устал от избиений жизни и судьбы. Говард чувствует, что Уоллес должно быть голоден, поэтому бросает ему скумбрию и говорит ему съесть. Ховард выходит из бассейна и через окно наблюдает, как Уоллес ест рыбу. Когда Уоллес, наконец, откусывает кусок, Говард удовлетворен тем, что Уоллес, похоже, адаптируется к его жизни как моржа, поэтому он оставляет его. Прежде чем отправиться на поиски Уоллеса, Гай спрашивает Элли о нем, поэтому Элли говорит ему, что Уоллес любит покупать большие напитки в магазинах. Когда они показывают фотографию Уоллеса продавцу магазина, женщина узнает его. Вскоре Гай узнает, что Уоллес записал в блокноте адрес пункта назначения. Гай спрашивает у продавца блокнот, который использовал Уоллес, и заштриховывает его карандашом, чтобы посмотреть, что было написано на предыдущей странице. Тем временем Ховард вместе с Уоллесом входит в воду, чтобы помочь ему плавать. Ховард сообщает Уоллесу, что он убил мистера Таска в Панде-Роке, когда у него закончились еда. Когда его спасли, он увидел кровь животного на своей руке и сразу пожалел о содеянном. Он говорит Уоллесу, что Туск не был готов к бою в прошлый раз. Он уверяет его, что на этот раз все будет по-другому, потому что он уже показал ему, насколько жестоким может быть человек. Когда Гай находит на болоте арендованную машину Уоллеса, он передает Элли и Тедди оружие, чтобы подготовить их к встрече с Ховардом, отметив, что он очень опасен. Вернувшись в подземную комнату, Ховард надевает костюм моржа и сообщает, что он убил Туска за час до его спасения. Он говорит, что теперь дает моржу шанс. Уоллес продолжает кричать, сражаясь с Ховардом. Снаружи Элли слышит крики Уоллеса, поэтому они бросаются к дому. Пока они продолжают сражаться, Ховард говорит Уоллесу, что он выжил дольше остальных, отмечая, что у него сработали инстинкты выживания. Затем Ховард снимает костюм моржа, говоря, что его инстинкты тоже сработали. Когда Ховард пытается ударить Уоллеса бакулумом, Уоллес вонзает свой бивень в ногу Говарда, заставив его упасть на землю. Уоллес продолжает атаковать, неоднократно нанося Ховарду удары клыками. Когда жизнь Говарда угасает, он говорит Уоллесу, что он действительно мистер Туск. Когда Тедди и Элли наконец входят в комнату, Элли в шоке, увидев его внешний вид. Уоллес неоднократно кричит на них, а они смотрят на него с жалостью. Гай направляет дробовик на Уоллеса, размышляя, стоит ли ему положить конец его страданиям, но Элли останавливает его. Год спустя Элли и Тедди идут в зоопарк, чтобы навестить Уоллеса. Элли зовет Уоллеса, но он не выходит, поэтому Тедди предлагает бросить ему скумбрию. Бросив рыбу, Уоллес выходит перекусить. Тедди говорит Уоллесу, что ему не нужно от них прятаться. Когда Уоллес видит слезы Элли, он вспоминает, как она упрекала его за то, что он больше не плачет, когда смотрит Винни-Пуха. Прежде чем покинуть зоопарк, Элли говорит Уоллесу, что любит его. Слезы начинают течь из глаз Уоллеса, когда он возвращается в свое каменное убежище.